Добрый вечер, друзья! Сегодня, как всегда, с вами читаем книгу Гарри Сегодня Поттер. у папы было день рождения. Бабулечки, нашей бабы Зоечки. Ей сегодня исполнилось 89. Мы немножко как посидели, чай попили. С нами также присутствует Яна, но она смотрит мультик и, скорее всего, даже засыпает. Глава сегодня у нас 24. Окклюменция. Да, глава 24. Кикимер, как выяснилось, прятался на чердаке, нашел его Сириус. Домовик весь был в пыли и, несомненно, искал там семейные реликвии Блэков, чтобы перетащить к себе в чулан. Сириус удовлетворился этим объяснением, но Гарри ощущал беспокойство. Настроение у Кикимера как будто улучшилось. Ворчать он стал реже и не так злобно. Приказ выполнял послушнее, чем обычно, но несколько раз Гарри замечал на себе его жадный взгляд. Причем он тут же отводил глаза, увидев, что Гарри на него смотрит. Гарри не делился своими смутными подозрениями с Сириусом, тем более, что после Рождества веселость крестного быстро испарялась. По мере того, как приближался день их отъезда в Хогвартс, на него все чаще нападали приступы мрачности. Как называла их миссис Уизли, он становился молчалив и раздражителен. Часами сидел один в комнате гиппогрифа. Его уныние расползлось по дому, просачивалось под двери, как ядовитый газ, заражало остальных. Гарри не хотелось снова оставлять Сириуса в обществе одного Кикимера. Мало того, он впервые не радовался возвращению в Хогвартс. Приехать в школу значило снова попасть под тиранию Амбридж, которая в их отсутствие наверняка протащила еще десяток декретов. Квиддича он лишен, домашних заданий навалят гору. Дело идет к экзаменам. Дамблдор по-прежнему чурается его. Если бы не Оден, думал Гарри, он вообще попросил бы разрешения у Сириуса бросить школу и остаться на площади Грима. А в последний день каникул произошло такое, от чего Гарри стал думать о школе просто с ужасом. «Гарри, дорогой!» А в последний день каникул произошло такое, от чего Гарри стал думать о школе просто с ужасом. «Гарри, дорогой!» — сказала миссис Уизли, просунув голову в дверь к спальне, когда они с Роном играли в волшебные шахматы, а за игрой наблюдали Джинни, Гермиона и Живоглот. «Можешь спуститься в кухню? С тобой хочет поговорить профессор Снегг». До Гарри не сразу дошел смысл ее слов, и молодя вступила в бурную схватку с пешкой Рона, и Гарри ее усердно нагустивал. «Дави, идиотка, это же только пешка. Извините, миссис Уизли, что вы сказали?» «Профессор Снегг, милый, на кухне, хочет поговорить». От испуга Гарри даже рот разинул. Он оглянулся на Рона, на Джинни с Гермионой. Они тоже смотрели на него во все глаза. Живоглот, последние четверть часа удерживаемый Гермионой, радостно спрыгнул на доску, и фигуры с громкими воплями бросились в рассыпную. «Снегг?» — тупо повторил Гарри. «Профессор Снегг», — поправила миссис Уизли. «Иди скорее, он говорит, у него мало времени». «Чего ему надо от меня?» — обескураженно спросил Рон, когда мать вышла из комнаты. «Ты вроде ничего не сделал». «Нет», — с возмущением сказал Гарри, тщетно пытаясь сообразить, какое им совершено преступление, если Снегг гнался за ним аж до площади Грима. Минутой позже он толкнул дверь кухни, увидел Сириуса и Снегга за длинным столом, напряженно глядящих в разные стороны. Молчание их было наэлектризовано взаимной неприязнью. Перед Сириусом на столе лежало раскрытое письмо. Гарри кашлянул, чтобы объявить о своем присутствии. Снегг обернулся к нему лицом в рамке сальных черных волос. «Сядьте, Поттер». «Знаешь, Снегг», — громко сказал Сириус, отвалив свой стул на задние ножки и глядя в потолок, «я предпочитаю, чтобы ты не отдавал здесь приказов. Это мой дом, понимаешь ли?» Бледное лицо Снегга некрасиво потемнело. Гарри сел рядом с Сириусом, глядя на Снегга через стол. «Предполагалось, что мы поговорим с глазу на глаз, Поттер», — сказал Снегг со знакомой кривой усмешкой, но Блэк... «Я его крестный», — громче прежнего сказал Сириус. «Я здесь по распоряжению Дамблдора». Снегг же, наоборот, говорил все тише и ядовитее. «Но ради всего святого, оставайся, Сириус. Я знаю, ты любишь чувствовать себя причастным». «Это как прикажешь понимать?» — с громким стуком Сириус опустил свой стул на все 4 ноги. «Да я понимаю, ты должен быть, расстроен тем, что не делаешь ничего полезного», с легким нажимом на последнее слово «для ордена». Теперь побагровел Сириус. Снегг, злорадно усмехнувшись, обратился к Гарри. «Директор послал меня передать вам его желание, Поттер, чтобы в этом семестре вы изучали окклюменцию». «Что изучать?» — не понял Гарри. Снегг еще больше скривил рот. «Окклюменцию, Поттер. Магическую защиту ума от проникновения извне. Малоизвестный раздел магии, но крайне полезный». Сердце у Гарри бешено застучало. «Защита от проникновения извне? Но ведь он неодержим. Все на этом
сошлись. Почему я должен изучать Как ее, выпалил он. Потому что так считает нужным директор, хладнокровно ответил Снег. Вы будете получать индивидуальные уроки раз в неделю, но никому не скажете об этом. В первую очередь Долорес Амбридж. Вам понятно? Да. Кто будет меня учить? Я. У Гарри возникло отвратительное ощущение, что внутренности его плавятся. Дополнительные уроки у Снега. Чем он заслужил такое наказание? Почему Дамблдор не может его учить? Воинственно спросил Сириус. Почему ты? Потому, видимо, что привилегия директора поручать наименее приятные дела другим, вкрадчивым голосом ответил Снег. Уверяю тебя, я не напрашивался. Он встал. Жду вас в понедельник в 6 вечера, Поттер, в моем кабинете. Если спросят, вы изучаете лекарственные зелья. Всякий, кто видел вас на моих занятиях, не усомнится, что вам это необходимо. Он двинулся к двери. Черный дорожный плащ сдулся за его спиной. «Постой», — сказал Сириус и выпрямился на стуле. «Я спешу, Блэк, в отличие от тебя, у меня нет бездны свободного времени». «Тогда к делу», — сказал, поднимаясь Сириус. Он был значительно выше Снега, который сжал в кармане кулак. Гарри не сомневался, что в кулаке у него волшебная палочка. «Если услышу, что эти свои уроки окклюменции ты используешь для того, чтобы притеснять Гарри, будешь иметь дело со мной». «Как трогательно», — оскорбился Снег. «Но ты, полагаю, заметил, что Гарри пошел в отца?» «Заметил», — с гордостью сказал Сириус. «Что там твоя нога?» «Застряла?» «Ну-ка, выпрямись». Опа! Опа! Нормально? Попозже. Когда ты догадываешься, насколько он высокомерен. Критика отскакивает от него, как от стенки горох. Сириус оттолкнул стул в сторону и двинулся вокруг стола к Снегу. На ходу вытащив волшебную палочку. Снег выхватил свою. Оба изготовились. Сириус, пышущий яростью. Снег расчетливый и хладнокровный. Глаза перемигают с палочки Сириуса на лицо и обратно. «Сириус!» — громко сказал Гарри, но Сириус будто не слышал. «Я тебя предупредил, Нюниус!» — сказал он, сунувшись к самому лицу Снега. «Мне плевать, что Дамблдор считает тебя исправившимся. Я тебя лучше знаю». «Так почему ты ему не скажешь?» — прошептал Снег. «Или боишься, что он не воспримет всерьез совет человека, который полгода прячется в материнском доме? Скажи мне, как поживает нынче Люциус Малфой? Поди доволен, что его верный песик работает в Хогвартсе?» «Кстати, о песиках», — нежно сказал Снег. «Ты знаешь, что Люциус Малфой узнал тебя, когда ты в последний раз рискнул прошвырнуться? Ловко придумано, Блэк, оказаться на закрытой платформе. Железное оправдание, чтобы больше не высовывать нос из норы». Сириус поднял волшебную палочку. «Нет!» — закричал Гарри и, опершись рукой на стол, перелетел через него, чтобы встать между ними. «Не надо, Сириус! Ты назвал меня трусом!» — взревел Сириус и свободной рукой попытался оттолкнуть Гарри, но тот устоял. «О, кажется, так!» — сказал Снег. «Гарри, не лезь под ноги!» — рычал Сириус, отталкивая его в сторону. Дверь кухни открылась, и вошла вся семья Уизли вместе с Гермионой, совершенно счастливые. Посреди группы гордо шагал сам мистер Уизли в макинтоше, надетом поверх полосатой пижамы. «Исцелен!» — объявил он, адресуясь ко всей кухне в целом. «Абсолютно здоров!» Он и остальные Уизли замерли у двери, глядя на разыгравшуюся сцену, которая тоже прервалась в самом разгаре. Сириус и Снег смотрели на вошедших, направив волшебные палочки друг другу в лицо. А Гарри, пытавшийся их развести, так и застыл с раскинутыми руками. «Разорви меня, горгулья», — сказал мистер Уизли, перестав улыбаться. «Что здесь происходит?» Сириус и Снег опустили волшебные палочки. Гарри переводил взгляд с одного на другого. Лица обоих выражали крайнее презрение, но неожиданный приход многочисленных свидетелей как будто привел их в чувство. Снег убрал волшебную палочку в карман и ни слова, не сказав семейству, направился к выходу. В дверях он оглянулся. «Понедельник, 6 вечера, Поттер». Он ушел, Сириус смотрел ему вслед, опустив палочку. «Что тут происходит?» — снова спросил мистер Уизли. «Ничего, Артур». Сириус тяжело дышал, словно после долгого бега. «Просто дружеская беседа двух старых однокашников». С заметным усилием он улыбнулся. «Значит, ты вылечился? Это прекрасная новость. Прекрасная новость». «Правда же?» — сказала миссис Уизли, подводя мужа к стулу. Целитель Сметвик
все-таки совершил чудо, нашел противоядие, а Артур получил урок. Будет знать, как баловаться магловской медициной. Правда, Артур? Спросила она с некоторой угрозой. Да, дорогая, покорно сказал мистер Уизли. Ужину полагалось быть веселым в этот вечер. Мистер Уизли снова в кругу семьи, и Гарри видел, что Сириус очень старается поддержать общее настроение, но когда он не принуждал себя смеяться шуткам Фреда и Джорджа и не подкладывал гостям еду, лицо его приобретало задумчивое угрюмое выражение. Между ним и Гарри сидели Наземникус и Грюм, пришедшие поздравить Артура с выздоровлением. Гарри хотел поговорить с ним, сказать, чтобы он не слушал Снега, что Снег нарочно подзуживает его, что никто не считает его трусом, ведь это Дамблдор велел ему скрываться на площади Грима. Но у него не было такой возможности, да и глядя на мрачное лицо Сириуса, он сомневался, что отважится об этом заговорить. Даже если бы представилась такая возможность. Он только шепнул Рону и Гермионе, что должен брать уроки окклюменции у Снега. Дамблдор хочет, чтобы ты перестал видеть сны о Волан-де-Морте. Ням-ням-ням-ням-ням. Угу. Ням-ням-ням-ням-ням. Угу. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я с руки, ням-ням-ням-ням. Я не могу наклониться, у меня телефон на шее. Все, спасибо большое, что накормила меня. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дамблдор хочет, чтобы ты перестал видеть сны о Волан-де-Морте. Сразу догадалась Гермиона. Ты же не будешь по ним скучать? Дополнительные уроки у Снега, ужаснулся Рон. Мне, пожалуйста, кошмары. Завтра им предстояло вернуться в Хогвартс на автобусе «Ночной рыцарь» в сопровождении Тонкс и Люпина. Утром, когда Гарри, Рон и Гермиона спустились на кухню, эти двое уже завтракали. У взрослых шел какой-то разговор в полголоса, и, увидев Гарри в дверях, они сразу замолчали. Наскоро поев, надели куртки и шарфы. Январское утро, на дворе мороз. Гарри ощущал неприятное стеснение в груди. Ему не хотелось прощаться с Сириусом. Он уезжал отсюда с тяжелым чувством. Неизвестно, когда они снова свидятся, и он обязан как-то предупредить крестного, чтобы тот не делал глупостей. Гарри опасался, что обвинение в трусости, брошенное Снегом, глубоко уязвило Сириуса, и, может быть, он уже сейчас затевает какую-то безрассудную вылазку с площади Грима. Но пока он раздумывал. Сириус сам поманил его. «Я хочу, чтобы ты это взял», — сказал он и сунул ему в руку неаккуратный сверток размером с небольшую книжку. «Что это?» «Это для того, чтобы ты дал мне знать, если Снег начнет тебя тиранить». Сириус настороженно оглянулся на миссис Уизли, которая уговаривала близнецов надеть вязаные варежки. «Сомневаюсь, что Молли меня одобрит, но обязательно воспользуйся, если я понадоблюсь. Договорились?» «Ага», — сказал Гарри, засовывая сверток во внутренний карман куртки. Но он знал, что никогда не воспользуется этой вещью. Как бы ни изводил его Снег на уроках окклюменции, он, Гарри, не станет выманивать Сириуса из убежища. «Тогда идем», — с хмурой улыбкой Сириус хлопнул его по плечу. Гарри не успел ничего сказать, и через минуту, поднявшись по лестнице в окружении Уизли, они уже стояли перед парадной дверью, запертой на тяжелую цепь и засов. «До свидания, Гарри, береги себя», — обняв его, сказала миссис Уизли. «Будь здоров и приглядывай там за змеями», — добродушно сказал мистер Уизли и пожал ему руку. «Ладно, рассеянно», — отозвался Гарри. Это была последняя возможность попросить Сириуса, чтобы он не рисковал. Гарри повернулся, посмотрел на крестного и хотел уже заговорить, но не успел. Сириус быстро обхватил его одной рукой за плечи и отрывисто сказал: «Держи ухо востро, Гарри». В следующее мгновение его вытолкнули на морозный воздух, и Тонкс, сегодня принявшая на вид высокой седой дамы в твиде, поторапливала его с крыльца. Дверь дома 12 захлопнулась за ними. Вслед за Люпином они спустились на тротуар. Гарри посмотрел назад. Дом 12 быстро сжимался, теснимый с обеих сторон соседями. Миг, и он исчез. «Пошли, чем скорее сядем в автобус, тем лучше», — сказала Тонкс. И во взгляде, которым она окинула площадь, Гарри почувствовал нервозность. Люпин выбросил правую руку. Бах! Ярко-фиолетовый трехэтажный автобус возник перед ними из воздуха, чуть не сбив фонарный столб, который вовремя успел отскочить. Худой, прыщавый, лопоухий малый в фиолетовой форме спрыгнул на землю и сказал: «Добро пожаловать!» «Да-да, знаем», — нетерпеливо сказала Тонкс. «Залезайте, залезайте!» Она толкнула Гарри к ступенькам мимо кондуктора.
который вытаращился на него. «А, да это Гарри! Еще раз выкинешь его имя, насмерть заколдую», — пообещала Тонкс, подталкивая уже Гермиону и Джинни. «Всю жизнь мечтал прокатиться на этой штуке», — радостно сказал Рон, присоединившись к Гарри и оглядывая салон. В прошлый раз Гарри ехал на ночном рыцаре вечером, и все 3 этажа были забиты медными кроватями. Теперь ранним утром тут теснились разномастные кресла, беспорядочно составленные вблизи окон. Некоторые попадали, когда автобус резко затормозил на площади Грима. Кое-кто из волшебников и волшебниц, ворча еще только поднимался на ноги. Чей-то пакет проехал по всему полу, разбросав неаппетитную смесь лягушачьей икры, тараканов и заварного крема. «Похоже, нам надо разделиться», — сказала Тонкс, углядев свободные места. «Фред, Джордж и Джинни, усядьте там, сзади. Римус с вами». Сама она вместе с Гарри, Роном и Гермионой поднялась на самый верхний этаж, где было 2 свободных кресла впереди и 2 в заднем конце. Кондуктор Стэн Шанпайк с энтузиазмом проследовал за Гарри и Роном назад. По дороге головы пассажиров поворачивались в их сторону, но когда Гарри сел, все моментально вернулись в исходное положение. Гарри и Рон отдали Стэну по 11 сиклей, и автобус снова пришел в движение, угрожающе виляя. Он прогрохотал по площади Грима, где по тротуару, где по мостовой, затем с новым оглушительным «бах!» Их всех бросило назад. Кресло Рона опрокинулось, Сыч, располагавшийся у него на коленях, вырвался из клетки. С громким писком пролетел вперед, там сел на плечо Гермионы. Гарри не упал только потому, что схватился за канделябр. Он выглянул в окно, сейчас они мчались, как будто по автостраде. «Уже под Бирмингемом», — радостно сообщил Стэн в ответ на незаданный вопрос Гарри, пока Рон поднимался с пола. «Ты сам-то как? Где там про тебя много писали в газете? Только хорошего ничего. Я говорю, Эрну, не похож был, говорю, на психа, когда с нами ехал. Было бы, видать, правильно?» Он вручил им билеты и продолжал восхищенно глазеть на Гарри. Очевидно, Стэну было все равно, псих перед ним или нет, главное, что знаменитый и про него пишут в газете. Ночной рыцарь опасно вилял, обгоняя поток автомобилей по внутренней полосе. Гарри увидел, что Гермиона закрыла глаза ладонями. Довольный Сыч качался у нее на плече. Бах! Кресла снова поехали назад. Ночной рыцарь перескочил с Бирмингемской автострады на тихий извилистый проселок. Живые изгороди по обе стороны резво отскакивали от дороги, когда автобус брал очередной поворот. Затем они ввалились на центральную улицу людного городка. Оттуда выскочили на обдуваемую всеми ветрами дорогу на возвышенности, и каждый раз это сопровождалось оглушительным «бах!». «Я передумал», — проворчал Рон, в 6-й раз поднимаясь с пола. «Больше не хочу кататься на этой штуке». Мотаясь по проходу, к ним двигался Стэн. «Слышь, следующая остановка Хогвартс. Это важная тетка, что с вами, велела подбросить вас вне очереди. Сейчас только высадим мадам Марш». Снизу донесся звук рвотных потуг и, наконец, жуткий плеск. «Ей малость нехорошо». Через несколько минут ночной рыцарь затормозил перед маленьким баром, проворно уклонившимся от тарана. Слышно было, как Стэн помогает спуститься незадачливой мадам Марш, и как с облегчением переговариваются ее соседи на 2-м этаже. Автобус рванул с места, набрал скорость и... бах! Они уже катят по заснеженному Хоксмиту. В переулке мелькнула кабанья голова с отрубленной головой на скрипучей вывеске. Снежные хлопья лепятся к ветровому стеклу. Вот и ворота Хогвартса. Люпин и Тонкс помогли им вынести вещи. Потом вышли попрощаться. Гарри кинул взгляд на автобус на этаже. Со всех 3 на них смотрели пассажиры, прижавшись носами к окнам. «На территории вы будете в безопасности», — сказала Тонкс, проверив взглядом пустынную дорогу. «Удачного семестра!» «Будьте здоровы», — говорил Люпин, по очереди пожимая руку ребятам. Последним был Гарри. Остальные уже прощались с Тонкс. «Слушай», — он понизил голос, — «я знаю, ты не любишь Снега, но он превосходный окклюменист. И все мы, включая Сириуса, хотим, чтобы ты научился защищать себя. Так что старайся, ладно?» «Хорошо, постараюсь», — невесело ответил Гарри, глядя на преждевременно изрезанное морщинами лицо. «До встречи». Шестером, волоча чемоданы, они побрели по скользкой дорожке к замку. Гермиона уже говорила о том, что к вечеру надо связать несколько шапок для эльфов. Когда подошли к дубовым дверям замка, Гарри оглянулся назад. Ночного рыцаря и след простыл. И он, подумав о завтрашнем вечернем уроке,
почти пожалел, что не остался в автобусе. Пожалуй, это не закончим. Пожелаю вам спокойной ночи. Ставьте лайки, комментируйте. Точнее, подписывайтесь. Всем пока-пока. Весь следующий день Гарри со страхом ожидал вечернего занятия. Утренний сдвоенный урок зельеварения отнюдь не рассеял его тревоги. Снег был враждебен, как всегда. Еще больше испортил ему настроение члены ОД, непрерывно подходившие с вопросом, соберет ли он их сегодня вечером. Весь следующий день Гарри со страхом ожидал вечернего занятия. Утренний сдвоенный урок зельеварения отнюдь не рассеял его тревоги. Снег был враждебен, как всегда. Еще больше испортил ему настроение члены ОД, непрерывно подходившие с вопросом, соберет ли он их сегодня вечером. «Сообщу вам обычным способом, когда будет сбор», — снова и снова повторял он. «Сегодня не могу, мне надо, на лекарственные зелья». «Ты проходишь лекарственные зелья?» — презрительно спросил Захария Смит, поймав его после обеда в вестибюле. «Да ты, наверное, вообще не бум-бум. Снег никогда не давал дополнительных уроков». Он чванливо отошел, и Рон, прожигавший глазами его спину, поднял волшебную палочку и, нацелившись между лопаток, спросил: «Колдануть его? Отсюда еще достану». «Да брось», — грустно сказал Гарри. «Сейчас все так будут думать, что совсем глупый». «Привет, Гарри», — раздался голос у него за спиной. Он повернулся. «Джоу». Плюнул, что-то подпрыгнул. «Привет». «Гарри, мы будем в библиотеке», — решительно сказала Гермиона, схватив Рона за локоть и направляя к мраморной лестнице. «Как встретил Рождество?» — спросила Джоу. «Неплохо. А у нас прошло как-то тихо». Вид у нее был почему-то смущенный. «Тут в будущем месяце нас отпустят в Хогсмит. Читал объявление?» «Что? А нет, я еще не смотрел на доску». «Ну да, Валентинов день». «Понятно», — сказал Гарри, не понимая, зачем она это ему говорит. «Ты, наверное, хочешь, только если ты...» — живо ответила она. Гарри растерялся и чуть не сказал: «Ты, наверное, хотела узнать, когда будет сбор ОД?» Но речь шла явно не об этом. Я не знаю. Конечно, если не хочешь», — удрученно сказала она. «Не расстраивайся, еще увидимся». Она отошла. Гарри смотрел ей вслед, лихорадочно соображая, и вдруг до него дошло. «Джоу!» «Эй, Джоу!» Он побежал за ней, догнал на полпути к лестнице. «Ты хочешь пойти со мной в Хогсмит в Валентинов день?» «Да!» — Джоу заулыбалась и покраснела. «Хорошо, тогда договорились». От радости, что день все-таки не пропал зря, он буквально взлетел наверх, чтобы перехватить перед вечерними уроками Рона и Гермиону. Однако к 6 часам тепло, согревавшее его с тех пор, как он назначил встречу Джоу, уже не могло одолеть озноба, усиливавшегося с каждым шагом, который приближал его к кабинету Снега. На, Яна. Но это только один раз буду рисовать. Больше рисовать не буду. Он постоял к 6 часам. Тепло, согревавшее его с тех пор, как он назначил встречу Джо, уже не могло одолеть озноба, усиливавшегося с каждым шагом, который приближал его к кабинету Снега. Он постоял перед дверью, самой ненавистной сейчас на земле, набрал в грудь воздуха, постучался и вошел. Сумрачная комната была уставлена полками с сотнями стеклянных банок, где плавали в разноцветных зельях слизистые кусочки животных и растений. В одном углу стоял шкаф с ингредиентами, в краже которых Снег не без оснований заподозрил когда-то Гарри. Внимание его, однако, привлек стол, на котором стояла освещенная свечой мелкая каменная чаша с резными рунами и символами. Гарри узнал ее сразу. Омут памяти Дамблдора. Зачем она здесь? Из сумрака донесся холодный голос Снега. Он вздрогнул. «Закройте за собой дверь, Поттер». Гарри исполнил приказ с ощущением, что он сам запирает себя в тюрьму. Когда он вернулся в комнату, Снег вышел на свет и молча указал на кресло перед столом. Гарри сел. Снег тоже сел и, не мигая, смотрел на Гарри холодными черными глазами. Каждая черточка его лица выражала неудовольствие. «Итак, Поттер, вы знаете, зачем вы здесь?» — сказал он. «Директор попросил меня обучать вас окклюменции. Могу только надеяться, что к ней вы обнаружите больше способностей, чем к зельям». «Понятно», — сказал Гарри. «Возможно, это необычные занятия, Поттер», — злобно прищурясь,
сказал Снегг. «Тем не менее, я по-прежнему вам ваш преподаватель, и обращаясь ко мне, вы всякий раз будете именовать меня сэр или профессор». «Да, сэр», — сказал Гарри. Снегг продолжал смотреть на него, сузив глаза. «Итак, окклюменция. Как я уже объяснил вам на кухне у вашего любезного крестного, этот раздел магии позволяет оградить сознание от магического вторжения и влияния». «А почему профессор Дамблдор считает, что мне это нужно, сэр?» — спросил Гарри, глядя Снеггу в глаза, но сомневаясь, что получит ответ. Снегг помолчал, а затем презрительно произнес: «Наверняка вы уже догадались сами, Поттер. Темный лорд весьма сведущ в легии элеменции». «А это что такое, сэр?» «Это умение извлекать чувства и воспоминания из чужого ума». «Он умеет читать мысли?» — спросил Гарри, услышав в этом подтверждение своих страхов. «У вас нет тонкости, Поттер». Темные глаза Снегга блеснули. «Вы не понимаете тонких различий. Это одна из причин ваших плачевных успехов в зельеварении». Снегг помолчал, смакуя это оскорбление, и продолжал. «Только маглы рассуждают о чтении мыслей. Ум не книга, которую можно раскрыть, когда заблагорассудится. Мысли не напечатаны внутри черепа, чтобы их мог изучить всякий любопытный. Мозг — сложный и многослойный орган. По крайней мере, у большинства людей, Поттер». Он усмехнулся. «Верно, однако, что те, кто овладел легиэлеменцией, способны при определенных условиях проникнуть в сознание своих жертв и правильно интерпретировать добытые сведения. В частности, темный лорд почти всегда знает, когда ему кто-то лжет. Только искушенные в окклюменции способны подавить чувства и воспоминания, противоречащие лжи, и таким образом говорить неправду в его присутствии, не опасаясь разоблачения». Что бы там ни говорил Снегг, легиэлеменция смахивала на чтение мыслей, и Гарри это совсем не нравилось. «Значит, он может узнать, что мы сейчас тут думаем, сэр?» Темный лорд находится на значительном удалении, а территория Хогвартса ограждена многими древними заклятиями и чарами, дабы обеспечить физическую и духовную безопасность тех, кто на ней находится. Время и пространство магии существенны, Поттер. Для легиэлеменции часто необходим зрительный контакт. «Хорошо, зачем же тогда мне изучать окклюменцию?» Снегг смотрел на Гарри, проводя по губам длинным тонким пальцем. «Обычные законы на вас, по-видимому, не распространяются, Поттер. Заклятие, которое не смогло вас убить, кажется, создало некую связь между вами и темным лордом. По всем признакам, в те периоды, когда ваш ум наиболее расслаблен и уязвим, например, во сне, вы улавливаете мысли и эмоции темного лорда. Директор полагает, что этому надо положить конец. Он хочет, чтобы я научил вас закрывать свой ум от темного лорда». Сердце у Гарри опять зачастило. Что-то тут не вяжется. «Но почему профессор Дамблдор хочет это прекратить? Мне это не особенно нравится, но ведь оказалось полезно, разве нет? В смысле, я увидел, как змея напала на мистера Уизли, а если бы не увидел, профессор Дамблдор не смог бы его спасти. Так ведь, сэр?» С минуту Снегг смотрел на него, все так же водя по губам пальцем. Потом заговорил медленно и раздельно, взвешивая каждое слово. «Судя по всему, до последнего времени темный лорд не подозревал о связях, существующей между вами. До сих пор вы, по-видимому, воспринимали его чувства и улавливали его мысли неведомо для него. Однако видение, случившееся у вас незадолго до Рождества, со змеей и мистером Уизли...» «Не перебивайте, Поттер», — угрожающим тоном сказал Снегг. «Продолжаю. Видение, случившееся у вас незадолго до Рождества, столь сильно затронуло сознание темного лорда, но я смотрел из змеи, не из него. Кажется, я сказал вам, чтобы вы не перебивали». Но Гарри уже не пугал гнев профессора. Наконец-то он подбирается к сути дела. Он подался вперед, не замечая, что сидит на самом краешке кресла, и весь напрягся, словно приготовясь взлететь. «Как же я видел глазами змеи, если мысли у меня Волан-де-Морта?» «Не смейте произносить имя темного лорда!» — рявкнул Снегг. Наступило гнетущее молчание. Взгляды их скрестились над омутом памяти. «Профессор Дамблдор произносит его имя», — тихо сказал Гарри. «Дамблдор — чрезвычайно могущественный волшебник. Он может себе это позволить без опасения. Мы же...» — Снегг машинально потер левое предплечье. Гарри знал, что там выжжена на коже черная метка. «Я просто хочу понять». Гарри старался говорить как можно вежливее. «Почему? Вероятно, вы проникли в мозг змеи потому, что там находился в это время темный лорд», — прорычал Снегг. «В это время он владел змеей, и поэтому вам приснилось, что вы тоже внутри нее. И он понял, что там?»
«Вероятно», — сухо ответил Снегг. «Откуда вы знаете?» — допытался Гарри. «Это только догадка Дамблдора или...» «Я же сказал вам», — Снегг выпрямился в кресле, глаза превратились в щелки. «Обращайтесь ко мне, сэр». «Да, сэр», — нетерпеливо сказал Гарри. «Но откуда вы знаете?» «Мы знаем, этого достаточно», — отрезал Снегг. «Темному лорду теперь известно, что вы имеете доступ к его мыслям и чувствам. Вот что главное. Кроме того, он сделал вывод, что это процесс обоюдный. Иначе говоря, он понял, что сам может иметь доступ к вашим мыслям и чувствам. И может заставить меня сделать то, что ему надо?» — спросил Гарри и поспешно добавил: «Сэр». «Возможно», — произнес Снегг без всякого выражения. «И это возвращает нас к оккультации». Он вынул из внутреннего кармана мантии волшебную палочку, и Гарри напрягся. Но Снегг только поднес ее к своему виску и уткнул кончик в корни сальных волос. Когда отнял палочку, к ней прилипло какое-то серебристое вещество, и сперва потянулось за ней толстой невесомой прядью, а потом оборвалось, легко опустилось в омут памяти и закружилось там, серебристо-белое, ни газ, ни жидкость. Еще дважды подносил Снегг палочку к виску и сбрасывал серебристое вещество в каменный сосуд, после чего без объяснений поднял омут, перенес на полку и снова сел напротив Гарри с палочкой на изготовку. «Встаньте, Поттер, и возьмите вашу волшебную палочку». Гарри слегка нервничал, встал. Они смотрели друг на друга через стол. «Можете с ее помощью обезоружить меня или защитить каким угодно иным образом», — сказал Снегг. «А что вы собираетесь делать?» — спросил Гарри с беспокойством, глядя на его палочку. «Я попытаюсь проникнуть в наше сознание», — тихо ответил Снегг. «Посмотрим, как вы сопротивляетесь. Я слышал, вы уже проявили способность сопротивляться заклинанию Империус. Вы увидите, что подобные усилия требуются и здесь. Теперь соберитесь. Легилименс». Гарри не успел приготовиться, собраться силами. Снегг не стал ждать. Кабинет поплыл перед глазами, исчез, образы замелькали в его мозгу, словно в ускоренном фильме. Такие яркие, что полностью заслонили окружающее. Ему 5 лет. Дадли едет перед ним на новом красном велосипедике. Сердце его лопается от зависти. Ему 9. Бульдог, злыдень, загнал его на дерево, а Дурсли стоят внизу и смеются. Он сидит в волшебной шляпе, и она говорит ему, что он преуспел бы в Слизерине. Гермиона лежит в больничном крыле, все лицо у нее покрыто густой черной шерстью. Сотни дементоров надвигаются на него около темного озера. Под омелой к нему подходит Джоу Джанг. «Нет!» — раздался голос у него в голове, когда воспоминание о Джоу стало ярче. «Ты этого не увидишь! Ты этого не увидишь! Это только мое!» Гарри почувствовал острую боль в колене. Перед глазами снова возник кабинет Снегга, и он понял, что упал на пол. Колено больно ударилось о ножку профессорского стола. Он посмотрел снизу на Снегга, тот опустил волшебную палочку и тер запястье. На запястье был красный рубец, как от ожога. «Вы хотели защититься обжигающими чарами?» — невозмутимо спросил Снегг. «Нет», — со злостью ответил Гарри, поднимаясь с пола. «Я так и подумал», — презрительно сказал Снегг. «Вы впустили меня слишком далеко, потеряли контроль». «Вы видели все, что я видел?» — спросил Гарри, хотя не был уверен, что жаждет услышать ответ. «Мельком», — с кривой усмешкой сказал Снегг. «Кому принадлежал бульдог?» «Тетушке Мардж», — сказал Гарри, ненавидя Снегга. «Для первого раза не так плохо, как можно было ожидать», — сказал Снегг и снова поднял палочку. «Под конец вам удалось остановить меня, хотя вы понапрасну тратили время и энергию на крики. Вы должны сфокусироваться, отражайте меня мысленно, и вам не понадобится прибегать к помощи палочки». «И я пытаюсь», — сердито возразил Гарри, — «но вы не объясняете мне как». «Не распускайтесь, Поттер», — сказал Снегг с угрозой. «А теперь я хочу, чтобы вы закрыли глаза». Гарри злобно поглядел на него, прежде чем выполнить приказ. Вовсе не хотелось стоять с закрытыми глазами под нацеленной на него палочкой Снегга. «Очистите сознание, Поттер», — скомандовал холодный голос. «Освободитесь от всех эмоций». Но гнев разливался по жилам Гарри, как змеиный яд. «Освободиться от гнева? Легче оторвать себе ноги. Вы не слушаетесь, Поттер, вам не хватает дисциплины. Ну, сосредоточиться». Гарри попытался прогнать все мысли, не думать, не вспоминать, не чувствовать. «Давайте еще раз на счет 3. Раз, два, три. Легилименс!» Перед ним взметнулся огромный черный дракон. Отец и мать махали ему из зачарованного зеркала. Седрик Дигори лежал на земле, глядя на него пустыми глазами. «Нет!» Гарри опять стоял на коленях, обхватив лицо ладонями. В черепе такая боль, будто с него сдирают скальп. «Встать!» — скомандовал Снегг. «Встать! Вы не стараетесь, не прилагаете усилий. Вы впускаете меня в воспоминания, которых страшитесь. Вы сами даете мне оружие». Гарри встал.
Сердце колотилось так, словно он в явь увидел Седрика, мертвого на кладбище. Снег был бледнее обычного и сердит, но и в половину не так сердит, как Гарри. «Я стараюсь сопротивляться», — выдавил Гарри сквозь стиснутые зубы. «Я сказал вам освободиться от эмоций». «Да? Сейчас это затруднительно», — оглянулся Гарри. «Тогда вы станете легкой добычей для темного лорда», — в бешенстве выкрикнул Снег. «Дураки, у которых душа нараспашку, которые не владеют своими чувствами, упиваются грустными воспоминаниями и так легко позволяют себя спровоцировать. Одним словом, слабые люди. У них нет никаких шансов противостоять ему. Он войдет в ваш ум, Поттер, как нож в масло». «Я не слабый», — глухим голосом сказал Гарри. Ярость бушевала в нем так, что он готов был наброситься на Снега. «Так докажите это, возьмите себя в руки», — рявкнул Снег. «Подавите гнев, владейте собой. Пробуем еще раз. Приготовиться, Легилименс». Дядя Вернон забивает почтовый ящик в руки. Дядя Вернон забивает почтовый ящик гвоздями. Сотня дементоров движется к нему через озеро. По коридору без окон он бежит с мистером Уизли. Они приближаются к черной двери в конце коридора. Гарри думает войти в нее, но мистер Уизли уводит его налево, вниз по каменной лестнице. «Я знаю». Он опять стоял на четвереньках в кабинете Снега. Шрам покалывало, но в словах, только что сорвавшихся с его уст, звучало торжество. Он встал под взглядом Снега. Волшебная палочка была поднята. Похоже, в этот раз Снег снял заклятие еще до того, как Гарри начал сопротивляться. «Так что случилось, Поттер?» — спросил он, пронзительно глядя на Гарри. «Я видел, я вспомнил, задыхаясь», — ответил Гарри. «Теперь я понял». «Что поняли?» Гарри ответил не сразу, он тер лоб, все еще наслаждаясь этим мигом ослепительного прозрения. Коридор без окон, утыкавшийся в запертую дверь, снился ему месяцами, и он не понимал, что это реальное место. Теперь же, увидев его воспоминания, он понял, что все это время ему снился коридор, по которому он бежал с мистером Уизли 12 августа, когда они спешили в зал министерского суда. Коридор вел к отделу тайн, и в нем сидел мистер Уизли, когда на него напала змея Волан-де-Морта. Гарри поднял глаза на Снега. «Что находится в отделе тайн?» «Что вы сказали?» – тихо произнес Снег, и Гарри с удовольствием увидел, что он занервничал. «Я спросил, что находится в отделе тайн, сэр?» «Чем, интересно, вызван такой вопрос?» – протянул Снег. «Коридор, который я сейчас видел», – сказал Гарри, внимательно наблюдая за лицом Снега. «Он снится мне несколько месяцев, и я только что его узнал. Он ведет в отдел тайн, и Волан-де-Морту что-то оттуда нужно. Я запретил вам произносить имя темного лорда». Они смотрели друг на друга с яростью. Шрам у Гарри снова задергало, но ему было все равно. Снег был взволнован, но заговорил нарочито равнодушным тоном. «В отделе тайн много всякого, Поттер, но мало такого, что вы в состоянии понять, и совсем ничего, что вас касалось бы. Я ясно выразился?» «Да», — сказал Гарри, потирая шрам, который болел все сильнее. «Явитесь в среду, в то же время. Мы продолжим работу». «Хорошо», — сказал Гарри. Ему не терпелось покинуть кабинет Снега и найти Рона с Гермионой. «Каждую ночь перед сном вы должны освобождаться от всех эмоций. Вы должны очистить и опустошить сознание, добиться полного покоя. Понятно?» «Да», — сказал Гарри, хотя почти не слушал. «И предупреждаю, Поттер, если вы не упражнялись, от меня это не укроется». «Хорошо». Гарри поднял сумку, перекинул через плечо и заторопился к выходу. Открыв дверь, он оглянулся на Снега. Тот стоял спиной к нему, подцеплял из омута палочкой свои мысли и аккуратно вкладывал их в голову. Гарри молча вышел и прикрыл за собой дверь. В шраме пульсировала боль. Рона и Гермиону он нашел в библиотеке. Они трудились над громоздким домашним заданием Амбридж. Небо за окном темнело. Остальные ученики, большей частью пятикурсники, сидели под лампами, уткнувшись носом в учебники и лихорадочно царапали перьями. Их скрипу вторил скрип одной туфли мадам Пинс. Библиотекарша ходила между столами, угрожающе дыша, в затылке склоненные над ее драгоценными книгами. Гарри подавливала, шал все еще болел. Состояние было такое, как будто начиналась лихорадка. Сев напротив друзей, он увидел свое отражение в окне. Лицо, бледный, шрам заметнее, чем обычно. «Как прошло?» — шепотом спросила Гермиона, и тут же с озабоченным видом. «Ты как себя чувствуешь?» «Хорошо. Не знаю». Гарри поморщился, шрам опять задергало. «Слушай, я кое-что сообразил». И он рассказал им о том, что увидел в кабинете у Снега, и что из этого вывел.
ты говоришь?» – прошептал Рон, потому что мимо-то со скрипом прошла мадам Пинс. «Это оружие, за которым гоняется сам знаешь кто, оно в Министерстве магии?» «В отделе тайн, должно быть там», – шепотом ответил Гарри. «Я видел эту дверь, когда твой отец вел меня вниз на слушание. Ее он и охранял, когда на него напала змея». Гермиона глубоко протяжно вздохнула. «Ну, конечно». «Что, конечно?» – нетерпеливо спросил Рон. «Ты сам подумай. Стерджис Подмор пытался проникнуть за секретную дверь в Министерстве магии. Должно быть, за эту самую. Не слишком ли много совпадений? Зачем Стерджису туда понадобилось, если он на нашей стороне?» – сказал Рон. «Тоже не понимаю», – призналась Гермиона. «Это немного странно». «Так что там в отделе тайн?» – спросил Гарри у Рона. «Отец тебе никогда не говорил?» «Знаю только, что людей, которые там работают, прозвали невразинцами». Рон нахмурился. «По-моему, никто не знает, чем они занимаются. Странное место, чтобы держать там оружие». «Ничего не странное. Самое подходящее», — сказала Гермиона. «Наверное, в министерстве разрабатывают что-то сверхсекретное. Так, я думаю. Гарри, ты правда не заболел?» Гарри в это время сильно провел обеими ладонями по лбу, словно пытаясь его разгладить. «Нет, все нормально». Гарри опустил руки, они дрожали. «Просто немного... Мне не очень понравилась окклюменция. Думаю, любой бы ослаб, если в его ум вторгаются раз за разом», — посочувствовала Гермиона. «Давайте пойдем в гостиную, там все-таки уютнее». Но в гостиной было полно народу, раздавался громкий смех. Фред и Джордж демонстрировали новейший товар своего магазина розыгрышей. «Безголовая шляпа!» – выкрикивал Джордж, а Фред размахивал остроконечной шляпой, украшенной розовым пышным пером. «2 галеона штука, следите за Фредом!» Сияющий Фред нахлобучил ее на голову. В первую секунду у него был просто глупый вид, затем и шляпа, и голова исчезли. Несколько девочек вскрикнули, остальная публика разразилась хохотом. «А теперь снимаем», — объявил Джордж, и рука Фреда шарила в воздухе над плечом, после чего в ней появлялась шляпа, а на плечах голова. «А как эти шляпы действуют?» – заинтересовалась Гермиона, оторвавшись от своего урока. «Понятно, что это какие-то чары невидимости, но интересно, что они распространяются за границы заколдованного объекта. Думаю, эти чары недолговременного действия». Гарри не ответил, ему не здоровилось. «Пожалуй, займусь этим завтра». Он запихнул только что вынутые книги обратно в сумку. «Тогда запиши в свой планировщик домашних заданий, чтобы не забыть», – посоветовала Гермиона. Друзья переглянулись. Гарри залез в сумку, достал планировщик, неуверенно раскрыл. «Все на завтра отложил. Понапрасну день прожил». Наставительно пропела книжечка, когда Гарри стал записывать домашнее задание Амбридж. Гермиона ликовала. «Пойду-ка спать», — сказал Гарри, и засунул планировщик в сумку, решив, что при первом же удобном случае надо отправить его в камин. Он прошел через гостиную, увильнул от Джорджа, попытавшегося надеть на него безголовую шляпу, и, наконец-то, очутился один на тихой прохладной лестнице в спальню. Его тошнило, как в ту ночь, когда приснилась змея, но если лечь, думал он, может быть, все пройдет. Он открыл дверь спальни, сделал шаг, и его пронзила такая боль, как будто ему раскроили череп. Он не понимал, где он, стоит он или лежит. Не помнил даже своего имени. В ушах у него гремел маниакальный смех. Давно уже он не был так счастлив. Он торжествовал. Он был в восторге. Произошло нечто чудесное, чудесное. «Гарри? Гарри!» Кто-то ударил его по лицу. Сквозь безумный смех прорвался крик боли. Радость покидала его, но смех продолжался. Он открыл глаза и понял, что этот дикий смех вырывался из его рта. И как только понял, смех прекратился. Гарри лежал на полу, тяжело дыша, и смотрел в потолок. Шрам на лбу горел невыносимо. Над ним склонился испуганный Рон. «Что случилось?» «Не знаю», — выдохнул Гарри и сел. «Он счастлив, просто счастлив. Тот, кого нельзя называть?» «Произошло что-то хорошее», — пролепетал Гарри. Его трясло, как после видения змеи и мистера Уизли. И ужасно тошнило. На что он надеялся? Так же, как в раздевалке Гриффиндора, эти слова вырвались у него помимо воли, как будто его устами говорил посторонний. Но он знал, что это правда. Он делал глубокие вздохи, чтобы его не стошнило на Рона, и радовался, что на этот раз его хотя бы не видят Симус и Дин. «Гермиона попросила пойти посмотреть, как ты», — тихо сказал Рон, помогая ему встать. «Говорит, твои защитные силы сейчас на спаде, после того, как Снег покопался в твоем сознании, но, думаю, потом это принесет пользу, а?» Он с сомнением посмотрел на Гарри и подвел его к кровати. Гарри неуверенно
кивнул и повалился на подушки. Шрам еще покалывало, все тело болело, многочисленные падения дали себе знать. Он не мог не чувствовать, что первый опыт окклюменции не укрепил его сопротивляемость, а наоборот ослабил, и с большой тревогой спрашивал себя, что же такое могло произойти, если за 14 лет Волан-де-Морт еще ни разу не был так счастлив. Вот, на этом-то наконец все. Мы прочитали главу 24. Следующая глава 25. Жук на ниточке. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.